Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас, извините, 30 августа, последний летний выпуск у нас с вами. Завтра я запишу еще ответы на вопросы для наших подписчиков Patreon. А вы, уважаемые зрители и слушатели нашего канала в YouTube, можете в комментариях к этому ролику оставить свои вопросы, на которые я отвечу в субботу. Скорее всего, у меня будет время на поставленные вами вопросы, на самые популярные из них. Еще раз повторяю, в комментарии к этому ролику оставляйте, пожалуйста, свои вопросы. Перед вопросом пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. И на самые популярные, те, которые наберут наибольшее количество лайков, я отвечу уже в субботу, 2 сентября. Так, теперь давайте приступим к обсуждению тем. Ну, во-первых, похороны того человека, которого можно назвать условно двойником Пригожина. Ну, похоронили тело, а чье тело толком не уточнили, сообщили, что якобы Пригожин. Конечно, это не Пригожин. Конечно, как мы и сообщали, Пригожин жив, проживает сейчас, ну, по крайней мере, находится сейчас в одной из заокеанских стран, чувствует себя довольно неплохо. Вот недавно общался с президентом России Владимиром Путиным после своих похорон. Дополнительно обсудили все нюансы, поставили, что называется, точки. И в той истории с мятежом и, соответственно, во всех вопросах, которые возникли после этого мятежа. Поговорили о том, как будут разделены сферы влияния там, где еще остается Вагнер. Я имею в виду части ЧВК Вагнера. Понятно, что Пригожин руководить этими частями не будет. Он будет помогать, скажем так, рассказывать, на кого можно повлиять, каким образом. Если вдруг попадутся строптивые бойцы ЧВК, которые будут желать действовать самостоятельно. У Пригожина, по крайней мере, на данный момент обещает, что у него есть рычаги давления, и он тогда эти рычаги предоставит в руки Главного управления Генштаба, которое перебирает на себя руководство ЧВК Вагнера. Также обсудили передел собственности Пригожина. Пригожину для его семьи остается практически все. За небольшим исключением от того, чтобы от его бизнеса, который есть в России, и в сущности Пригожин остается в глубокой тени, если не сказать во мраке. Да, не во мраке могилы, но тем не менее. Тем не менее, есть четкое понимание, что в ближайшее время, по крайней мере, в самое ближайшее, я имею в виду, на людях он не покажется. Сейчас он будет вести довольно уединенный образ жизни, ну, по крайней мере, некоторое время. Далее посмотрим. Я же уверен, что как только в России начнутся определенные события, скорее всего, с Пригожина еще сыграет свою роль. Скорее всего, я думаю, что такой человек с таким авантюрным духом не в состоянии будет усидеть на месте где-то глубоко во мраке, когда в России развернутся полным ходом события. События, которые будут предрешать, кто дальше будет властью в России. Уверен, что появление Пригожина вызовет, во-первых, фурор, а во-вторых, неоднозначную реакцию бойцов ЧВК. Посмотрим, как будет. Еще раз повторяю, посмотрим. Тем не менее, уверен, что может быть даже более интересный сценарий. Пока давайте я о нем умолчу. Равно как и более детально о тех позициях, которые обсуждал Пригожин с Путиным. Пока умолчу по понятным причинам. Мы бы желали, чтобы эти вещи сыграли нам на руку. Оглашение этих вещей раньше нужного времени могут помешать нашим планам в том числе. Поэтому не обессудьте, что не рассказываю полностью все. Надеюсь, что итог понравится и нам, и вам. Далее атака дронов. Атака беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали несколько российских городов. Атаковали в основном военные объекты. Часть беспилотных летательных аппаратов этих была уничтожена. Часть
Как сообщают президенту России Владимиру Путину, еще раз повторяю, так сообщают президенту России Владимиру Путину. Пролетела беспрепятственно через Республику Беларусь из Украины и атаковала военный аэродром. Были уничтожены, как, еще раз повторяю, сообщают президенту России Владимиру Путину. 5 самолетов, 2 уничтожено полностью, 3 причинен существенный ущерб. Сейчас разбираются, есть ли возможность восстановить эти самолеты. Скорее всего, нет. Обычно плохие новости для президента оттягивают, пытаются не сообщать все сразу, кормят так по чуть-чуть. Ну, сначала дают определенную надежду, чтобы там президент сразу не впал в такую состояние духа, когда начинают всех подряд поносить последними словами и так далее, и так далее. Но стараются сильно не травмировать ему психику. Хотя, что там травмировать, там уже психики то и не осталось практически. Тем не менее, президенту все не сообщают, и вот сообщили о 5 самолетах, 3 полностью уничтоженных и 2 поврежденных, 2 полностью уничтоженных и 3 поврежденных, но, судя по всему, и эти 3 поврежденных невозможно восстановить, судя по всему, еще раз повторяю. Также был уничтожен еще склад с горюче-смазочными материалами и так далее, так далее, так далее. Более подробно то, что сообщают президенту, мы с вами обсудим во время ответов на вопросы. Я уверен, что вопросы по этому поводу будут, и мы тогда обсудим более подробно. Также хочу отметить в этом выпуске такую интересную ситуацию, которая сложилась вокруг президента и вокруг его состояния здоровья. Я надеюсь, то, что я часто рассказываю о том, как чувствует себя президент, удовлетворяет ваше любопытство по этому поводу, и сегодняшний выпуск не исключение. Президент чувствует себя очень скверно, окружение элиты, которые находятся в непосредственной близости от президента, всерьез начали задумываться о своем существовании после президента. Начинают вести разговоры, начинают создаваться такие ситуативные союзы между теми людьми, которые еще недавно были, противоборствующими сторонами, можно, наверное, и так назвать. Это уже интересно, и понятно, что в предчувствии скорой кончины президента надо этим людям объединяться, чтобы не потерять все. Смогут ли они объединиться, смогут ли они создать определенный консенсус вокруг общих планов? Я, например, пока что сомневаюсь. Даже если у них и получится какой-то ситуативный союз и желание продлить существование путинского режима после смерти Путина, возможно, еще раз повторяю, возможно, с двойником, но все это просуществует очень недолго. Извините, очень недолго просуществует. И уверен, что закончится все большим-большим фиаско. Не могут одной тайной обладать достаточно большое количество людей, тем более из противоборствующих групп. Да, возможно, какая-то общая цель их сплотит на какое-то время. Но я уже вам говорил и повторю еще раз, как только произойдет что-то экстраординарное в их отношениях, сразу же вся информация про двойника с полной доказательной базой выльется в информационное пространство, что станет концом режима окончательно. Так, и теперь самое главное по поводу состояния здоровья президента. Президенту хуже с каждым днем. Это действительно так, и если раньше врачи к нему приходили там раз-два раза в течение суток, то теперь и ночью их вызывают, и утром они приходят, и констатируют то, что состояние здоровья ухудшается. Улучшить невозможно, стабилизировать практически тоже, видимо, невозможно. И говорят, что никаких улучшений не будет, не стоит не ждать родственникам и окружающим и не надеяться. Это, собственно, все, что я вам хотел сообщить в сегодняшнем выпуске. Я надеюсь, что мы с вами обсудим многие вопросы, которые у вас накопились в субботу.
И оставляйте в комментариях к этому выпуску свои вопросы. Перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос» или знак вопроса. Это я просто еще раз повторяю. И, соответственно, отвечу на самые популярные. Еще раз хочу прорекламировать наш Patreon. Нам действительно нужна ваша поддержка. Очень нужна в последнее время. Эта необходимость проявляется с каждым днем, и мы это чувствуем очень остро. Если есть возможность помочь, помогайте. Есть наши криптовалютные кошельки, есть подписка на Patreon и есть подписка спонсирования канала, этого канала в YouTube. Если есть возможность, подписывайтесь и помогайте. Подписаться в Patreon можно, даже если вы находитесь на территории России или Республики Беларусь. Там несложные алгоритмы. Найдите в Гугле. Все доступно. И я знаю, что есть у нас существенное количество людей, которые сейчас проживают и в России, и на территории Республики Беларусь, и совершенно спокойно подписаны на нас. Большое спасибо, что вы с нами. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в субботу. Это мой любимый формат. Надеюсь, что ваш также. Спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.